Всем привет! Вы на канале ЖК Гейм, и в этом видеоролике мы с вами реализуем систему получения урона от взрывов и от огня. Ну что ж, давайте приступим. Но перед этим не забудьте оплатить просмотр видеороликом лайком и подпиской на канал. Так, давайте для начала построим какое-нибудь поле, на котором будет перемещаться персонаж, и на котором будут перемещаться противники. Вот хотя бы еще чуток побольше. Ну, хотя бы так. Теперь давайте сделаем нашего персонажа, главного героя. Так, вот так. Теперь давайте создадим первого противника. Так, вот солдат, например. Так, и давайте добавим ему поведение, такие как игровой персонаж. Так, и столкновение при движении. Так, хотя бы можно оставить пока вот так. Главное, чтобы персонаж не проваливался у нас под текстуры. Так, все, теперь давайте перейдем к нашей камере. И сюда мы тоже установим поведение игровой персонаж. Только здесь вбиваем игрок. И убираем теги, чтобы на камеру не агрился вот этот вот наш солдат. Теперь давайте для начала реализуем систему урона от огня. Итак, среди готовых префабов или же ресурсов есть вот такой готовый префаб огня. И давайте я его сделаю как бы по зоне. И в итоге у нас теперь есть вот такой обычный огонек без каких-либо поведений. Итак, давайте сейчас мы как раз таки сделаем саму систему. Так, ну давайте кроме огня еще сделаем взрыв. Итак, то есть пусть у нас вот это вот будет, вот этот вот эффект будет как и от взрыва, и как огня. Вот давайте назовем, чтобы не путаться. Вот. То есть это эффект, повторюсь, от взрыва будет, а это урон от огня. Так, для начала давайте сделаем нашей камере вот такое вот поведение. По нажатию клавиши, левая кнопка мыши, клавиша нажата, вот, происходит выстрел, моментальный выстрел. Нет, нам нужно использовать объект как пулю. Объект сейчас мы, кстати, с вами должны сделать. Подойдет, ну, любой такой небольшой объект. Можно наложить прозрачные текстуры. У меня они есть на компьютере, но мне они сейчас не нужны. Поэтому я, в принципе, могу обойтись и непрозрачным объектом. Так вот, мы заходим в выстрел, поведение, используем объект как поле, вот этот сфер меж. Устанавливаем скорость, например, 0.6. Урон мы не устанавливаем. Можно добавить, конечно, модельку ракеты и включить это поведение. И чтобы при выстреле, при попадании летела какая-либо ракета, но это уже все зависит от вас. Урон также можете вы, повторяюсь, включить, если хотите, чтобы при попадании в противника ракета наносила урон, кроме взрыва. Но я, повторюсь, еще раз, не хочу так делать. Так вот, при попадании мы выбираем сменить позицию объекта, выбираем наш взрыв и относительно последнего попадания пули. Все. То есть вот, давайте покажу, чего я хотел добиться. Вот когда мы нажимаем левую кнопку мыши, происходит выстрел.
и перемещается вот этот наш эффект взрыва. Вот. Пока он, конечно, никакого урона вообще не наносит. Ну ладно, разберусь. Так вот, пока он вообще никакого урона не наносит, вы это прекрасно знаете. И сейчас мы это исправим. Так, для начала хочется добавить, что через какое-то время, чтобы наш эффект менял позицию, например, через 300 миллисекунд, менял позицию, где он не наносит никому и ничему урона. Так, ну хотя бы пусть будет, например, в свое первоначальное местоположение вернется. Так, вот, выстрел. Все, то есть да, мы с вами закончили это действие. И теперь что мы делаем дальше? Теперь мы должны создать урон как раз таки от вот этого взрыва. Для этого мы берем, создаем любой объект, без разницы. Я возьму, например, куб маленького тоже размера. Вот, маленького размера. Теперь мы берем вот этот вот куб. Я, например, даже напишу бум триггер, то есть триггер взрыва, и перемещаем этот объект к нашему объекту. То есть вот этот вот триггер мы перемещаем к нашему противнику и задаем вот такие вот координаты. То есть смотрите, надо, чтобы было на одном уровне с противником, и чтобы вот этот вот наш куб, этот вот триггер мог наносить урон нашему противнику. Так, давайте установим ему вот такой вот анимацию, например, валку. И все, теперь у нас будет наносить вот этот вот куб наш урон. Но для начала нам нужно, конечно, сделать соответствующее поведение. Итак, выбираем вот такой вот пункт при приближении к объекту на расстоянии 10, пусть будет, да. Объект выбрать, бум. Если входит в радиус, то происходит выстрел. Моментально. И тут, смотрите, вы выбираете показатели урона. То есть, смотрите, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вставляем это же поведение, только, например, увеличиваем дистанцию. И, например, если чем ближе к нашему противнику произошел взрыв, тем больше, соответственно, урона он получил. Например, здесь он получает урона 40 единиц. А уже чуть дальше, например, получает урона 25, например, также единиц. И также вы можете добавить несколько еще таких же уровней к получению урона. Например, у нас здесь было 20, здесь будет 25, а здесь будет уже 30. То есть вот так, да. И здесь он урона уже получит. Так. 25, 40. А значит, он у нас здесь получит урона где-то в размере 15, например, единиц. А здесь в районе 5. Так. Дальше что мы делаем? Дальше давайте сделаем, вот, что после смерти наш противник просто пропадал. Я добавляю вот такое 2D наложение. Так. Вот. Каждые 100 миллисекунд сменить текст. Так. То есть я делаю 2D наложение, чтобы видеть количество жизни у нашего противника. Вот это вот. Так, soldier.heal, да. И давайте не забываем также включить текст. И самое главное, что мы не должны забывать. У нашего триггера при выстреле выбрать стрельба из объекта. Это же бум триггер. То есть смотрите,
Мы можем оставить поведение текущий персонаж или камера, но в некоторых случаях лучше выбрать конкретный триггер. Вот как я сейчас везде выбираю бум триггер наш. Так. Вот так. Давайте протестируем. 100 жизней. Вот урон в 5 единиц. Еще урон. То есть вот урон у нас проходит. А если прям сюда попасть в противника, то, конечно, получает намного больше урона. Ведь весь этот урон будет суммироваться. Дальше что мы с вами будем делать? Это реализовывать систему урона от огня. То есть смотрите, чем будут отличаться эти две системы. Если урон от взрыва, он как бы единоразовый, то есть персонаж получает урон один раз и все, то урон от огня он будет длиться намного дольше. Но сейчас я вам все продемонстрирую. Также мы заходим в камеру, выбираем пункт по нажатию клавиши. На этот раз я выберу правая кнопка мыши, клавиша нажата. Происходит выстрел. Также использовать объект как пулю, наш сфера меж. Задаем скорость, например, 0,6. Убираем урон. И при попадании выбираем пункт. Сменить позицию объекта относительно последнего попадания пули. И выбираем объект наш огонь. То есть мы с вами это сделали. Теперь что мы делаем? Можно, конечно, поведение урона от огня вставить вот в этот же триггер, но я делал видеоурок, поэтому сделаю вот так наглядней. И пишу так, Fire Trigger. Кстати, вы не забывайте выключать столкновение у триггеров. Просто у меня это не мешает движению персонажа, ведь столкновение при движении вот ниже уровня триггеров. То есть вот так вы видите, да. Так. И немножко по-другому с вами изменим поведение. Так, давайте возьмем куб. Так, возьмем куб. Да, вот так. И теперь мы добавляем. Мы создаем дочерний узел сцены. Именно вот такой триггер. И у этого поведения будет, что при приближении объект огонь входит в радиус, то происходит не выстрел, а происходит включение, активация второго дочернего триггера. Также мы копируем действие и вставляем сюда же. И если этот fire, то есть этот огонь, покидает радиус, то у нас деактивируется вот этот вот дочерний узел. Так, делаем его невидимым, то есть эти два триггера видимые, а этот нет. И сюда мы добавляем поведение каждые несколько секунд. Так, и здесь вы задаете время, через которое будет получен следующий урон от огня. Ну, например, если вот этот вот солдат находится на огне, то через каждую секунду он будет получать от этого урон. И выбираем пункт. Выстрел. Так, моментальный выстрел. Выбираем. И выстрел из Fire Trigger 2 можно поставить. Так. И давайте с вами протестируем, как это будет работать. То есть, смотрите, у нас на правую кнопку мыши вот этот огонь. Он не пропадает. Вы ведь помните, что мы сделали только сменить позицию относительно последнего попадания пули, а не как раз таки сделать то, чтобы огонь пропадал через какое-то время. Сейчас давайте только солдата подвинем поближе к себе.
чтобы он никуда не сбегал. Так, ну и вот давайте попробуем. Здесь, например... Да, здесь, например... Сам решил пойти туда, да? Здесь, например, он урон не получает. А уже здесь получает. Так, вот, видите? То есть через каждую секунду он уходит, и урон перестает получать. Теперь давайте я добавлю еще одно действие. А также для наглядности вам этого делать не надо. По нажатию клавиши, пусть будет клавиша пробел, Space, мы будем задавать переменную скорости нашего солдата нулю. Так, ну и для этого мы вводим вот такую команду, то есть вот солдат.скорость, устанавливаем значение 0. Так, и давайте, да, еще кое-что камеры. Я уберу прыжок, потому что он мне сейчас вообще не нужен. И давайте посмотрим. Вот у нас солдат, то есть спокойно движется, да. Вот. Огонь, то есть... извините, я выстрел сделал, вот. Вот, то есть огонь у нас ему спокойно носит урон, но он уходит, да. Теперь давайте его остановим. Все, то есть я установил значение скорости равное нулю. И сюда запускаю вот такой огонь. И то есть вот он спокойно наносит урон. Все это вы можете, конечно, повторять. Все, как вы видите, работает. Кстати, не забывайте, если вы хотите, чтобы эта же система наносила урон нашему главному герою, то просто такие же триггеры сделайте, но переместите их к нашей камере. Ну что ж, а вы были на канале CSGO. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки, ведь это меня мотивирует на создание нового контента. Всем удачи, пока.